Всем привет, народ! Сегодня на обзоре у нас будет магнитола. Магнитола под брендом Nuna. Значит, начинка в этой магнитоле то же самое, грубо говоря, что и Topway. В принципе, это и есть Topway, только вот этот бренд заточен чисто под Америку. Продается в Беларуси только в единственном магазине на Валбересе. Вот поэтому ссылочку я дам в описании к видео. Значит, захотел я поменять свою магнитолу. Первое, почему захотел поменять, это убрать вот этот дополнительный блок кругового обзора на 360 градусов. То есть, вы все помните, у меня есть на канале несколько видео, где я устанавливал себе данную систему. Вот, и теперь я хочу избавиться от этого блока, так как и магнитола греется, и блок греется, и все это как бы не особо мне нравится, и тем более там за магнитолой куча проводов всех этих, ну вы сами понимаете. И второе, что у меня стоит магнитола CC2 TIS, вот, и она как бы морально устарела, обновлений давно на нее нет, как-то влез в приложение TIS и обновил регистратор. И у меня просто-напросто пропал ADAS. Пишу в поддержку, а в поддержке ничем не могут помочь. Ну вот я решил прикупить новую, так сказать, магнитолку. Ну что ж, давайте вскрывать. Значит, в данной коробке у нас находятся камеры кругового обзора. Есть вот такая инструкция, куда что подключать. Есть 4 длинных кабеля, то есть 2 боковые, перед и зад. Ну и, конечно же, есть у нас вот такие вот, друзья, камеры. Камеры точно такого типа размера, как и в моей системе. Значит, ко всему, опять же, в плюс у меня накрывается опять задняя камера. Начал я искать, рыскать тот же Озон Валберес. Ну, 80, 90, 100 рублей комплект камер. Магнитола мне обошлась в 390 рублей. Вот, поэтому был сразу заказан комплект камер. От камер я отказался и решил заказать магнитолу целиком. Вот, также есть в комплекте фреза, ну и вот эти вот сменные резиночки, то есть для установки камер в зеркала. Есть прямые, есть под углом. Наверное, давайте я буду всем показывать, потому что посыплются вопросы. Хотя в прошлом видео, когда устанавливал 360, все это дело я рассказывал. Значит, друзья, будет несколько видео. Вот сейчас мы сделаем видео с распаковкой, подключу, покажу. И потом сделаем видео. Так, вот винты есть тоже наборчик. Крепления, если вдруг кому понадобится. Ну и вот такие вот резиночки, видите. Они пара скошенных и пара прямых. То есть фокус в чем? Если вы устанавливаете эту резинку в зеркало и вам не хватает угла камеры, то вы устанавливаете уже резиночку вот такую вот скошенную, и где можно регулировать в принципе угол камеры. Она будет немножко уже под углом. Думаю, с этим понятно. По камерам понятно. Значит, что у нас? Черный вот этот вот, это перед. Желтый зад. Синяя, красная, право, лево. Разницы в камерах абсолютно никакой нет. Можно подключать и красный к синему, и синий к красному. Вот. Но это для профессионалов, как говорится. А вы подключаете все строго по инструкции. Так, все, с камерами посмотрели, разобрались. Давайте смотреть магнитолу. Да, друзья, камеры указаны, что якобы матрица Sony стоит здесь, да. Вот такие характеристики 1080 снимают в HD формате. Теперь по музыке. Вот такая вот магнитолка, 9 дюймов. Бывают, видите, по ходу и 10,1 дюйма. Ну что ж, вскрываем, смотрим. Я уже, конечно, подключал, покрутил, поковырял. Очень мне понравилось. Очень много разных плюшек, которых нету, по крайней мере, в моей магнитоле. И если брать по отношению эту магнитолу с вот обзором встроенным на 360 и магнитолу ту же TIS, там CC3 с 360, то, блин, она стоит в 4 раза дешевле, чем тот же TIS. Поэтому обязательно присмотритесь. Вот я, наверное, буду первый русскоязычный первопроходец на ютубе о данной магнитоле. Итак, опять же нас встречает здесь схема подключения, распиновка всех разъемов. Думаю, на этом останавливаться не надо. И здесь вот тоже показано, как, что, в каком режиме, какой указать пароль, чтобы подключить функцию 360. Ну, а в частности указать формат съемки HD 1080 на 25 кадров в секунду. Вот здесь опять все у нас для 360, то есть подключать что куда.
Вот как я сказал. Ну и здесь как это все дело калибровать. Это мы все как бы с вами умеем и попробуем в одном из следующих видео все это сделать. Вот так вот упакована магнитолка. Все в пакетике было. Все красиво, замечательно. Ну, уже не красиво, видите, я пленку наклеил криво. Было наклеено все просто изумительно. Идеально ровно. Давайте мы сразу это все дело кривое удалим. Ну, тут уже моих отпечатков оставалось. Да, и тут еще остается защитная пленочка на экране. В будущем, возможно, прикуплю стекло, точно так же, как прикупил и к T-Ice. Ну и здесь у нас, давайте смотреть, что. Набор проводов для подключения, собственно говоря, USB выходов. То есть вот таких два кабеля. Вот такой одиночный и на 6 пин. То есть в эти разъемы мы можем подключать и видеорегистратор. Можем купить видеорегистратор, как у меня, допустим, в том же TI с таким разъемом. То есть этот выбрасываем. В видеорегистраторе еще есть такой разъем. И подключаем все это дело к магнитоле. Думаю, с этим понятно. Дальше. GPS антенна. В моем случае и в TI, и в этой магнитоле я буду использовать штатную антенну. Ну а так есть вот в комплекте. И здесь у нас такой наборчик проводов. Так, давайте покажу, что у нас здесь. Вот просто карточка, якобы гарантийный талон, но он, конечно же, не заполнен, так как куплен на Валбересе. Салфетка для протирания нашего монитора. Вот такой набор креплений, кому они понадобятся. Отлично. И что у нас еще есть? Ну и вот есть такие винтики для крепления самой магнитолы к рамке автомобиля. Итак, с кабелями у нас с этими все. И теперь смотрим, что у нас есть здесь. Все, пакет пустой, все выбросил и буду показывать, рассказывать. Значит, друзья, этот разъем для подключения камеры заднего, для подключения камер кругового обзора. Значит, давайте-ка мы перевернем нашу магнитолу. Я покажу немножко по разъемам по-быстрому. Значит, смотрите, разъем основного питания, предохранитель. Разъем подключения кулера, вентилятора. У нас здесь подключается GPS антенна. Здесь подключение идет 4G антенны. Давайте сразу GPS я показал. 4G антенну я продемонстрирую. Они, как правило, идут в комплектах. Вот такая вот 4G антенна. Где-то там клеим. Кто куда. Провод, в принципе, длинный. Должен достать. И можно наклеить под обивку, под лобовое, допустим, стекло. Так, данный кабель, это кабель расширения. Сюда вкладывается сим-карта, то есть наша магнитола с функцией 4G. Вот, пока я сим-карту не купил, обратился к местному оператору в лайв, в наш. Говорю, как это сделать твин-карту. Они сказали, твин-карты пока не делают. Ну, возможно, подключусь просто какой-нибудь тариф с интернетом. Значит, вот эта штука 4G модем, этот, ну не модем, а удлинитель, подключается сюда. Запоминаем. Кабель основного разъема. По кабелю в основном разъеме давайте я по-быстрому покажу. Значит, динамики правый, левый. Так, это у нас динамики. Так, K1 это подключение кнопок руля. Бэк задний ход. Опять динамики. K2 кнопки руля. Динамик. ACC. То есть подключаем к зажиганию. Плюс зажигания. Никогда в жизни не скручивайте вот этих вот два провода, так как желтый это постоянный плюс от батареи, а это плюс появляется только в тот момент, когда мы заводим автомобиль. Когда мы глушим автомобиль, здесь пропадает напряжение 12 вольт, да, и наша магнитолка засыпает. Никогда не скручивайте вот так вот два провода вместе. Чревато пожаром даже может быть. Итак, черная земля. И это питание антенны активной. Подключаем данный разъем сюда. Что мы сразу с вами в принципе и сделаем. Все, щелк и есть. Так, данный кабелек. Объясняю, что за кабелек. Значит, сюда у нас подключается камера. Сюда у нас подключается
кому нужно сигнал ручного тормоза. И это у нас две антенки, Wi-Fi и Bluetooth. То есть не пытайтесь подключить интернет, не подключив данный разъем. Будет очень-очень плохая связь и плохой сигнал. Так, ну и теперь надо разобраться, куда нам это все дело впихнуть. А впихнуть нам это, видимо, надо сюда. О, все, подключили. Сюда. Так, следующее, что мы будем подключать, это мы будем с вами подключать камеры. И смотрим, значит, желтый в желтый. Но, друзья, обратите внимание, на камеру, видимо, не будет видно. Здесь есть стрелочка, и на этом разъеме есть стрелочка. То есть эти стрелочки надо совместить. Вот, и тогда все это дело у нас подключится. Не знаю, видно, не видно. Вот, подключаем. Все камеры у нас закрыты пленками. Можно легонько подключать, не ища стрелок, то есть сейчас покажу. То есть я вот, допустим, не вижу, и немножко проворотом. И поскольку здесь есть ключик, и там есть ключик, то ключик в свой пазик вставляется, и тогда все замечательно подключается. То есть не надо нам слепиться. Ну и, соответственно, здесь. Хоп, попали. Все 4 камеры у нас подключены. И камеры подключаем вот в этот вот разъемчик, который предназначен для системы кругового обзора 360 градусов. Подключать руками неудобно. Вот, можно какую-нибудь использовать тупую, не острую отверточку, чтобы дальше дослать. Так, это у нас подключено. Ну и подключаем вот этот вот разъемчик. Вот так он выглядит. Здесь у нас находятся тюльпаны, то есть под, опять же, усилитель, под AUX. Также здесь находится вот этот разъем питания нашего кулера. И находится у нас, так, активация усилителя. То есть подается 12 вольт на то, чтобы запустить усилок. Так, и больше здесь никаких проводков у нас нету. Итак, включаем это в самый вот большой разъем. При подключении не спешите. Будьте очень внимательны. Так, пины можно сломать. Причем легко. Так, все у нас подключено. Теперь подключаем кулер. Обязательно. Все, кулер подключен. Обратите внимание, как, друзья, сделан кулер. То есть, ну, в принципе, как и в большинстве магнитол, откручиваем 4 винта. Если вдруг он у вас сломался или что-то случилось, надо почистить. Просто откручиваем 4 винта и извлекаем. То есть, нам не надо разбирать весь корпус нашей магнитолы. Переворачиваем магнитолку. Берем наш блок питания. Так, надеюсь, будет видно. Включаем блок питания, берем разъемы и подключаем. То есть мы все помним, что черный провод у нас минус. Подключаем, соответственно, на минус. Так, здесь у нас желтый провод постоянный плюс. Ну и, конечно же, поскольку у меня блок питания и зажигания никакого нет, то я сейчас вот это все дело беру и подключаю вместе. У меня бортовое напряжение выставлено 12,9 вольт. Все. Сейчас магнитола должна запуститься. Загрузка первоначальная такая не маленькая по времени. Поэтому ждем, смотрим все, как все происходит. Заставочку потом, я думаю, можно поменять. Обращаем внимание на ток потребления. Магнитолу, когда я получил, допустим, пустую, без установленных приложений, так как я уже некоторые приложения здесь установил, даже одно приложение и купил за $1.90 ради проверки, вот, она потребляла 800 мА. Ну, а со всеми этими автозагрузками, приложениями, видите, потребляет в районе ампера. Вот, запуск происходит с запуска системы 360. Вот так это выглядит. Машинка крутится. В принципе, то же самое, что как бы есть и у меня с отдельным блоком. Если надо сразу выйти, допустим, то здесь мы опускаем шторку.
Ну, давайте по 360. Вот 3D, допустим, можно включить. И уже пальчиком, не шайбой, как у меня, а пальцем по сенсорному экрану мы можем все это дело крутить и вращать. Опять же, вид спереди. Вот, в камерах бардак, поэтому еще ничего не скалибровано. Вид сзади. Вид сбоку слева. Вид сбоку справа. Вот, вид сверху спереди. Вид сверху сзади, так понимаю. Можно переключить в режим 2D смотреть. Вот, то есть, если мы едем где-то по узкой улочке, то все у нас будет прекрасно видно. Так, здесь 3D опять же. Здесь есть какой-то магазин, где мы можем выбирать автомобили. Допустим, вот Rolls-Royce. И этих автомобилей, смотрите, может быть, увидите свой. Моего, к сожалению, нету. У меня Renault Captur. Выбрал я какой-то там автомобиль непонятный. Без рода, без племени, но по форме напоминает мой. Вот. Никаких опознавательных знаков нет. Приблизительно похож на мой автомобиль. Вот. Моя модель автомобиля. Здесь все есть настройки. Можете сами. И можно сделать также фотографии. Выйти, опускаем шторку и выходим. То есть, обратите внимание, сенсорных кнопок вообще здесь нет. Есть микрофон и ресет, сброс. Больше ничего у нас нету. Значит, что касается по темам. Все темы практически платные. Тем огромное количество. Просто есть крутые темы, но они все стоят. Ну, давайте выберем, допустим, эту тему. И вот у нас 4,8 доллара. Надеюсь, вам видно. И расписано, что у нас будет работать в той либо иной теме. Можно, конечно, купить VIP, там на год или на сколько, но это очень дорого стоит, думаю, это того не стоит. Вот, новые виды, там горячие виды, все это дело вы можете настроить. Ну и здесь включим настроечки, допустим. Вот, все, что нам надо, можем порегулировать. Так, выходим отсюда. Что у нас есть из интересного? Ну, 360 я уже показал. Настройки, в принципе, как настройки обычного андроида. Но мне, честно говоря, вот этот дизайн больше нравится, нежели дизайн TIS. Дальше, погода. Ну, понятно, что есть погода. Все показывает четко, все красиво. Вот. Все в моем городе. Замечательно. Значит, регистратор, друзья, я пока не подключил. Заказал, идет с Валберес. Вот видите, камера не обнаружена. Дальше, супер приборка. Вот эта функция просто обалденная. Это что-то тоже напоминает в TIS. Вот свой адаптер ELM327. А здесь какой-то супер адаптер. И тут много-много настроек. Пока не знаю, где этот адаптер купить. На будущее, не знаю. Возможно, куплю, возможно, не куплю. Дальше. Karma-T. Это у нас приложение, которое работает с телефоном. Здесь у нас будет показывать при подключении канбаса и расход топлива. Видите, напряжение батареи. То есть здесь пока нету канбаса, походу и свет, стояночный тормоз. Тоже пока ничего не показывается. Надеюсь, мой канбас подойдет от TIS. Я уже его запрограммировал. Система TPMS тоже отдельным блоком можно докупить. Но в принципе, как в любой магнитоле. Только эта магнитола дешевле и в принципе работает отлично. Голосовой помощник единственное тоже, друзья, надо это все дело. Видите, русский язык есть, но надо все это дело прикупить. На сей момент стоит 15 долларов. Вот, смотрите. Вот. Было 30, на сей момент 15. То есть сканируем, оплачиваем, и магнитола должна быть в интернете. Вам приходит на почту код. Также это все дело само у меня при покупке того приложения активировалось, но указано, что сохраняйте код. Если, не дай бог что, вы можете всегда доказать, что вы купили данное приложение и вам откроют доступ. Я пока голосовое не покупал. Музыка дальше нам понятно. Навигатор я уже Яндекс установил. Вот, настройка автомобиля, тут ничего интересного нету. Ну, проводник, как проводник, в принципе. Так, кнопки на руле, кстати, вот то же самое можно настраивать. Будем с вами подключать, посмотрим. Управление вентилятором. То есть, либо постоянное, каждый день он врублен, как в моем случае, либо можно по температурам все это дело
попереключать. То есть очень удобная вещица. Ну, ютубы, шмупубы, это вы все заходите под своими аккаунтами. Значит, друзья, что и как нужно сделать, чтобы поставить CAN bus в свой автомобиль? Давайте покажу. Значит, едем в настройки. Едем, так, в заводские, по-моему. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вроде бы такой, да. Вот, смотрите, пункт «Выбор типа CAN». То есть нажимаем. Магнитола при этом должна быть подключена к интернету. Здесь Simple Soft. Выбираем свой модель своего CAN bus. Значит, в моем случае стоял у меня XP. XP это Simple Soft. Запоминайте. Ну, выбрал машину Renault, конечно же. Выбираем здесь. Видите, пошло сброс. Дальше откроется, когда вы выберете, допустим, Renault, как в моем случае, вам откроются модели Renault, выбираете. И магнитола обновляет МЦУ. То есть скачивает то, что ему надо под ваш CAN bus, чтобы все это дело подключить. Ну, в моем случае, видите, Simple Soft, то есть XP, опять же, по-тиайсовски, Renault Captur, все дела. Public — это там картинка загрузки, которую, опять же, можно установить. Вот, магнитолка работает просто замечательно, все быстро, ничего не лагает. То есть сети все я подключил, все просто замечательно. Вот, Dafun музыка, то есть все это дело. Да, покажу сейчас, секунду. Вот, есть у них приложение свое, где есть как платные какие-то вещи, так и бесплатные. То есть вещей этих очень-очень много. Вот, допустим, я скачал регистратор с ADAS, приложение, погоду. Скачал также голосовой помощник, но опять же не оплачивал. Вот Karma T скачал и сюда, и на телефон. Лаунчеры платные. Дальше что у нас? Ну, тут множество, видите, разных вещей. Классификация, вот. Что у меня скачано, видите. Что скачать. Тематические. Вот этот вот тоже ассистент я скачал. Думал, эта штука бесплатная, но, как оказалось, эта штука тоже платная. Управление, тут почистить память, приложениями управлять. Ну, то есть вот, что можно еще скачать дополнительно. Надеюсь, понятно. Плохо, что нет, конечно, кнопочек боковых, но с этим придется как-то жить и мириться. Хотя они, в принципе, как бы нафиг и не нужны. Вот, нажимаем «Домой», и у нас вот этот вот лаунчер был предустановлен. То есть яркость можем регулировать как угодно. Нажимаем на этот кубик, у нас открывается навигатор целиком и полностью. Ну, сейчас показывает неправильное положение, так как понимаете, что GPS-антенна у нас не подключена. Вот. И смотрите, если вы какие-то действия будете делать, что-то скачивать, чтобы все это дело у вас было подключено к магнитоле. Лаунчеры, я думаю, где-то можно будет найти даже бесплатные, поскольку все эта начинка находится здесь от Topway. Так, покажу начинку, наверное, кому интересно. Настройки. Конечно, не супер-пупер круто, но то же самое, в принципе, что и у меня. Значит, память здесь 4,64. Как мне стало известно, в будущем появятся такие магнитолы на процессоры Qualcomm. Поэтому будет все просто вообще замечательно. HD, видите, 1080 на 25 кадров. Вот 64 на 4. Надеюсь, вы что-то здесь для себя подчерпнете. Проверить обновление. Я нажал проверить обновление и скачал новую прошивку. Скачалась, легла, все в принципе отлично. Так, друзья, на этом на сегодня все. Нет, не все. Хочу вам продемонстрировать такую вещь. То есть, смотрите, потребление сейчас у нас в районе 900-800 миллиампер. И когда мы вырубаем зажигание, магнитола заснет. И я вам хочу показать ток потребления. Видите, постоянный плюс у меня остался. Зажигание выключил. Обращаем внимание на ток. То есть, чтобы вы знали, что у вас будет твориться в автомобиле при включенной магнитоле, заснувшей. Она потихоньку, видите, сбрасывает. И что удивительно, эта магнитола сбросит сейчас все просто в ноль. Все, ноли. Потребление 0. А я
за неделю до этой магнитолы купил магнитолу просто Android, но однодиновую сыну в автомобиль. Так вот, та магнитола потребляет 5 миллиампер. Остается значение 5. Это тоже немного, тоже хорошо. Но вот, конечно же, когда потребление равно нулю, это просто замечательно. Все, друзья, в следующем видео, наверное, будем с вами все это дело впихивать в автомобиль. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое.